Всем привет! Банк идей совместно с Еврорадио продолжает цикл передач «Беларусь-2030». Обсуждаем краткосрочные и среднесрочные перспективы Беларуси, ее экономики. Сегодня с директором бюро Павлом Данейко. Экономика Беларуси замедляется, проседает, приостанавливается, но при этом не рушится, что, наверное, ненадолго. Точно не навсегда. Есть ощущение, что сценариев может быть несколько. Это может быть плавное замедление, может быть резкое обрушение, а может быть какой-то качественный переход. Вот как ощущение, к чему она движется? Белорусская экономика. Но я могу тут ошибиться, но там до последние годы, вот кроме вот этого старта после войны, мы имели где-то 1% роста ВВП. И русская экономика примерно так же. С точки зрения обычного, нормального, обычного человека, там просто в 1% это означает, что я живу так же, как жил вчера. И кризиса нет. Но если мы берем стандарт жизни, который, например, 7 самых развитых стран, то ты живешь по отношению к ним с каждым годом хуже, хуже и хуже. Но не осознаешь этого. Потом, лет через 15, вдруг хобана, а мы, оказывается, плохо живем, но это будет потом осознание. Поэтому каких-то кризисов в экономике, вот таких, как там, связанных с резким обрушением экономики, прогнозировать не стоит. Но куда мы будем развиваться, что это будет? В связи с тем, что мир поменялся значимо, и вот то, что я рассказывал, очень хорошо было видно тоже, например, в машинном производстве. Да? Мы перешли в эпоху уже информационного общества. И там тоже вот этот 1%, он куда-то все-таки позволял жить дальше там, и так далее. Мы сейчас в новой социальной системе. Что такое социальная система? Маркс их описал. То есть какие-то субъекты основные. Например, в машинном производстве это человек, который нанимает, и токарь. Да? То есть, а в современной системе человек, который нанимает, и программист, например. В чем разница в подходе к найму у этих людей? Я в машинном производстве нанимаю среднего человека, а в программировании я нанимаю гения. Мне нужен гений, потому что он за те же деньги сделает лучше. И Билл Гейтс носился по университетам, пытался найти лучших, да, то есть... ни один директор тракторного завода там, или Форда по ПТУ за токарями не ездил. Да? К чему я это все говорю? Потому что, когда меня спрашивают, а вот какие страны будут самые экономически успешные, то я говорю, это очень просто. Туда, куда переезжают программисты и PhD-сты, те страны и будут самыми успешными. Потому что на сегодняшний день они генерируют добавленную стоимость. Вот я на тебя наеду сейчас. Какая доля промышленного производства в ВВП США сейчас? Слушай, понятия не имею, если честно. Сколько? Треть? 13%. То есть 13%, да. Слушай, это то, о чем говорили айтишники на той конференции, где мы с тобой были на днях. Да? Главное преимущество релокации, несмотря на все сложности, мы получили доступ к лучшим трудовым ресурсам.
Это прям сказали несколько человек, как главный бенефит своей релокации. Так это же есть, да. И теперь возвращаясь к нашей стране. То есть, если вы вырубаете лидеров интеллектуальных, то, в общем-то, мы будем оставаться в промышленном производстве, то есть все время будем думать, как сделать дешевле трактор. Ну, так проблема в том, что программисты делают работу, по которой на производстве не нужны люди. Я вот в Фейсбуке опубликовал такой пост, что в современном предприятии будет 2 субъекта, только собака и человек. Собака будет охранять, чтобы производство, чтобы человек туда не влез. Понимаете? Поэтому то, что сейчас происходит с уничтожением у нас элиты, это формирование пути в тупик. И мы этот тупик довольно давно готовили, потому что доля ВВП, которую мы тратили на науку, она у нас ничтожна. Это 0,5%, даже меньше было. Но именно наука и интеллектуальный потенциал страны обеспечат ее будущее на сегодняшний день. Мы говорим о том, что мы немножко замедляемся, 1%. Это, в общем-то, наверное, в масштабах поколения звучит не так страшно. Да? Подумаешь, будем жить так, как мы живем сейчас, а мы живем, в общем-то, неплохо. Нам это из телевизора, по крайней мере, точно разговаривают об этом. Значит ли это, что ничего не будет меняться, и можно в таком состоянии законсервироваться довольно долго, или все-таки это будет деградация и путь назад? Насколько можно удержать стабильность такого застоя? Я же тебе говорил, что это может быть какое-то время... То есть мы с тобой о чем говорим? Что экономика идет вниз, да? Но это осознают те, кто смотрит на экономику. Если ты не идешь вперед, ты идешь назад. Твоя жизнь хорошо, как вчера. Но в какой-то момент люди понимают, что они не могут чего-то сделать, что их жизнь по отношению к другим странам поменялась. И это вызовет определенные тогда изменения. Но кризиса я тут какого-то такого, чтобы он был, не вижу в Беларуси. Да, это не мешает правительству говорить о том, что мы все-таки вырастем, мы подрастем, у нас есть там точки роста. Обозначили, к примеру, такие отрасли, услуги – это не товары, с товарами там отдельная история, что у нас есть, допустим, туризм, есть айтишка. Но сколько вообще такие сферы они могут держать? Знаешь, туризм для Беларуси дело сложное. Мы ж не Грузия, там айтишка. Так этим людям зачем работать в Беларуси? То есть мы имеем в IT-секторе профессиональный уровень за очень привлекательные деньги, да? Но как только эти ребята выскакивают выше, но они будут уезжать. И они работают на кого-то. И инфраструктура с исчезновением парка, с изменением условий инфраструктура работы IT-сектора нашего, она вернулась к допарковской ситуации. Да. Поэтому, она будет расти, да, но это совершенно не то, если бы это шло в рамках страны, в рамках той системы, которая была создана до 2020 года. На самом деле айтишники, оставшиеся, они говорят, что все не так плохо, что есть крупные российские заказчики, есть крупный российский рынок, где действительно появилась какая-то ниша. Насколько эта ниша выглядит привлекательной в среднесрочной перспективе? Российский рынок не крупный. Это и одна из проблем
российских айтишников было в том, что они ориентировались на свой рынок. Успех белорусов был в том, что у нас маленький рынок, и все ориентировались на США, на Европу и так далее. Поэтому, наверняка какие-то ниши можно иметь в России, куда-то входить, но это совершенно такое тупиковое ответвление просто. И все. Смотри, в моменте, да, фактически у бизнеса, не обязательно айтишного, у любого, да, было и есть два пути. Это глобальный с эмиграцией, релокацией, вывозом и попыткой построить международный бизнес. И это вот этот компрадорский путь, который работаем на Россию, работаем в Беларуси, ведем сюда российские бизнесы. И пока, в общем-то, чисто материально этот путь кажется более успешным, потому что те, кто вышел в России, кредитуется в России, ведет российские товары в Беларусь, они вроде бы чувствуют себя поувереннее в моменте. Послушай, бизнес это бесконечный поиск возможностей. И когда двери одни захлопываются, ищутся другие двери, щели в этих дверях и так далее. Но на сегодняшний день, понятно, российское направление успешно, там, актуально, и там можно заработать. И, конечно, туда все концентрируются. Релоцировать бизнес, что такое релоцировать бизнес? То есть, если у тебя рынок не в Беларуси, не в России, допустим, то все равно тебе нужно, а производство было в стране, перевести производство, перевести семьи. Легализовать и так далее. Все это не простые вещи. И бизнес справляется, и такие задачи решает. Но мы должны понимать, что это же все затраты, это все барьеры, Поэтому конфигурация новая, и хорошо, санкции ввели, да, но тем не менее белорусская экономика все равно адаптировалась. Ты же знаешь, что я люблю говорить, что у нас там 50-60% ВВП частный сектор делает. Я смотрю, уже народ стал употреблять это, уже стало туризмом. Но я хочу добавить еще один элемент. Ведь 50%, чуть больше 50% всего ВВП. А если мы сопоставим с коммерческой частью государственной, то коммерческая часть государственная генерирует только 30% ВВП. То есть на сегодняшний день производство, коммерческая часть ВВП генерируется частным сектором, подавляюще, да. И я к чему это все говорю? Поменяются политические условия, откроются двери на Запад. И я думаю, что наши предприниматели довольно быстро переориентируют свои потоки и перестроят это дело. Сейчас мы это надо будет делать, потому что то, что мы сейчас имеем в стране, это меня удивляет. Мы вернулись в 90-е. То есть силовые структуры, которые доят бизнес, коррупция на middle уровне, которая исчезла, формирование каких-то полуолигархических структур или олигархических. То, с чем Лукашенко боролся и победил, опять возвращается в страну. И так продолжаться долго не может. Это просто... Поэтому изменения должны будут быть. И я думаю, что тогда наш бизнес найдет новые комбинации, как вписаться в новое пространство. Пока это... Наверное, молодые должны таким, как я, так сказать, брать консультанта. А как там у вас было? Давайте и мы... То есть для меня это совершенно неожиданно. Такой разворот в прошлое.
Да, точно, пойдем все в консалтинг, те, кто помнит 90-е. Да, Павел, когда ты говоришь о частном бизнесе, это ты, так сказать, привил на белорусскую почву вот этих скрытых чемпионов, о которых мы не знали, о которых многие не имели понятия, и вот эти небольшие нишевые лидеры, которые фактически на мировом уровне входят в топы, но при этом не слишком заметны, потому что речь именно о нишевых продуктах. Да? Там хардвар белорусский был известен в узких кругах прямо очень. Мы на той же конференции послушали, что четверть этого хардвара, она релоцирована, еще четверть, она пытается на 2 страны, разделив бизнесы, но остальные остаются, это преимущественно ГОСы, они остаются, естественно, в стране, потому что им просто некуда деваться. Но при этом скрытые чемпионы фактически в Беларуси сейчас отсутствуют, потому что с условием все-таки санкций понятно, что, к примеру, там, дозиметры или другие какие-то приборы поставлять на мировой рынок достаточно сложно. Но Нацбанк вот придумал новую фишку, говорит, что вот были скрытые чемпионы, но сейчас новые чемпионы есть. Да? Когда у нас что-то со словом «новые» появляется, я всегда хочу спросить, а что случилось со старыми, да? Куда они делись, что с ними, тогда новый инвестиционный цикл, новые чемпионы. Это мелкий бизнес, которому Нацбанк готов давать кредиты и считает, что если давать кредитов им больше, то они станут, наверное, крупными чемпионами, настоящими чемпионами. Насколько этот путь вообще возможен? Я ж не понимаю, что они имеют в виду под чемпионами. То есть... Можно так скрытого чемпиона вырастить? Вот Нацбанк даст ему больше денег? Скрытый чемпион – это нишевая стратегия, которая... То есть, это... создание продукта, который доминирует на мировом рынке в очень нишевом сегменте каком-то. Да? Тут как бы создать чемпионов, которые на мировой рынок сейчас выйдут, у тех компаний, которые раньше так были скрытыми чемпионами, у них были проблемы даже в мирное время с белорусскостью, там, и приходилось преодолевать. Сейчас об этом говорить невозможно. Наверное, они имеют в виду, что вот на внутреннем рынке или на российском рынке они найдут какую-то нишу и вырастут. Как бы я всегда за бизнес, поэтому, дай бог, чтобы они эту программу запустили, и чтобы хоть у каких-то бизнесов был шанс это сделать. Но вот эти хай-тековское направление, то мы, скорее всего, если политическая ситуация поменяется и будут шансы помочь им восстановиться, то еще может быть. Но пока в этих условиях мы в общем, теряем их. Даже те, кто перебрался, они все равно имеют потери рынка и так далее. Я поэтому говорю, что очень странная ситуация, такая 90-е. То есть мы возвращаемся в 90-е. Вот такой... как бы... Слушай, вот я помню 90-е, да, все было вот как ты говоришь, но был оптимизм, что мы все-таки идем в верном направлении, да, что мы идем к свободе, к рынку, где будет инициатива, а сейчас мы идем назад. Мы имеем пессимизм и понимаем, что мы идем не в неверном направлении. Да. Смотри, а тоже тогда все понимали это, и сейчас все понимают, что это близко. То есть у нас только одно преимущество, то, что мы умные и понимаем, что с нами происходит. Да, но как бы понимаем, но видишь, требуется политическое изменение, но нужен нормальный мир в стране, и то есть ты хочешь гениев оставлять, чтобы гении оставались в стране, так они должны себя комфортно чувствовать. И не чувствовать, что в любой момент тебе скажут: о, ты экстремист, или еще кто-то. Ты что-то неправильно сказал про Лукашенко или про кого-то еще. Это же бред полный. Слушай, мы же еще не вернулись в советский опыт с шарашками, да, когда проблема оттока мозгов решалась железным занавесом. Ты понимаешь, она же шарашка там, это же, они все равно сидели и ковырялись
как бы в этих железках, да, и там был четкий заказ. Они знали, чего нужно сделать. То есть надо было сделать ядерную бомбу и так далее. Проблема сегодня с шарашкой, знаешь, какая? А мы не знаем, что надо. Если ты разговариваешь с нормальными лидерами, программистами, которые создали яркие продукты, то многие из них говорят: не, мы вначале вообще о другом думали. То есть получилось не совсем то, что мы... Поэтому есть проблема, ты шарашку с этими айтишниками создать не можешь. У тебя нет задания. Понимаешь? Они сами его должны придумать, они его сами должны родить. А если у тебя есть задание, значит, это уже сделано, это значит вчерашний день. То есть тут проблема в том, что они формируют будущее, они его придумывают. А в машинном производстве ты всегда воспроизводил прошлое. Даже когда тебе нужно было разработать ядерную бомбу, то она как бы уже была. Понимаешь? Да. Ну, то есть ее не было, но уже все знали, что она будет там и так далее. Мы в другом мире живем. И сейчас создать концлагерь из айтишников, чтобы они творили новое, чтобы они генерировали будущее. Ну, может быть, они и смогут генерировать будущее, как бы воспроизводя развитие своего концлагеря там, или что. Поэтому... Ну да, цифровизация концлагеря – так себе идея. Ну да. Поэтому как бы нужно понять то, что я тебе сказал. Будущее экономики, мировых экономик связано, успешное будущее, с объемом притока PhD-стов, притока программистов в страну. Поэтому мы видим, что в Америку люди едут, да, из Китая уезжают, и у Китая не будет будущего. Потому что производить машины – это вчерашний день. Слушай, ну, фактически тогда Беларуси это приговор хотя бы на какой-то период, потому что когда мы даже в самые либеральные времена обсуждали, что а давайте там PhD-стов приравняем, допустим, хотя бы к кандидатам наук, ну, чисто для каких-то академических даже целей, чтобы они преподавали здесь, чтобы они сюда могли свои знания вот в каком-то таком подходящей для белорусской системе виде привозить, да, все-таки у нас корочки все еще важны, понимаю, и то да, нет. Но, слушай, тут выборы были президентские в Беларуси, там еще что-то. Мне говорят, Бывали, да, там. И мне говорят: давай вот расскажите, сгенерируйте какую-то концепцию экономических реформ. Я говорю: ты какая приватизация, что ли, еще что-то там? Не, ребята. Что такое экономические реформы для нас? Как они выглядят? Это очень просто. Мы должны создать, если мы говорим про нынешнее время, систему образования, которая сделает наших детей конкурентоспособными на мировом рынке. Для этого нам надо соединить наши НИИ с университетами. Для этого нам нужны деньги, чтобы вернуть наших PhD-стов. А их, белорусов с PhD по всем дисциплинам, дофигища в мире. Нам нужно инвестировать в науку, нам нужно инвестировать в подготовку PhD здесь. И это за 10, ну хорошо, за 12 лет мы это можем сделать. Но для того, чтобы это сделать, нужны деньги. А для того, чтобы у нас были деньги, значит, нужно сделать реструктуризацию экономики, включить все стимулы. Там, и все это довольно известно, что нужно делать. Ну и вторая часть, которую нужно делать параллельно, это формировать пенсионную систему, потому что мы подготовим все, чтобы наши дети были конкурентоспособны, а потом же надо отдохнуть, надо выйти на пенсию. То есть, собственно говоря, есть две задачи. Нам сформировать нормальную систему науки и образования и устойчивую систему пенсионного обеспечения, которая позволит людям нормально жить. Но для этого надо как бы изменить экономику. Да? Но ничего сложного.
для того, чтобы это сделать, понадобится 12-15 лет системной работы. Потому что раньше мы все время, когда говорили о реформах, это такой взрыв. Приватизация. Нет, ребята, экономическая политика. А мы что вместо этого имели? Мы вместо этого имели последние 10 лет 1-2% роста. Мы не предпринимали усилий по формированию эффективной и динамичной экономики. Да, а там, где сформировали, там сами и тот убили кусок, фактически. который у нас вырос там, да, потому что динамика IT-сектора, конечно, была невероятно впечатляющая. В общем-то, основной удар сейчас по нему и прошелся. Абсолютно, да. Можно зацепить еще вот то самое машинное производство, на которое тоже сейчас делается ставка. Да, там вот у нас был один завод холодильников, сейчас у нас 2 завода холодильников, был один велозавод, сейчас вот 2-й велозавод большой строится, делается. Да, вот эта идея удвоения того, что у нас уже есть, и кажется, что ты сам рассказывал вот об этой белорусской модели, которая в Россию мы заходили с вот этим лозунгом почти европейское качество по почти китайской цене. Тут, правда, выяснилось, что когда пришли настоящие китайцы... да. Это уже было позже, чем я говорил. Абсолютно, да. Насколько наше машинное производство, оно конкурентоспособно сейчас? Все-таки это еще значительная роль. Послушай, что значит машинное производство? В чем его конкурентоспособность? Тут раньше было. Китайская, да? Почему? Потому что дешевая рабочая сила. Рабочая сила сейчас не нужна. Поэтому... Как не нужна? Вон 200 тысяч вакансий в Беларуси, тут уже и пакистанцы, и пенсионеры. Хорошо, она дешевая сейчас пока. Но я тебе приведу пример Белвеста, да? Самые дорогие сотрудники в Белвесте были на раскрое кожи. Почему? Кожа с коровы разного размера, толщины, и кожа разная все время. Сделали программное обеспечение, на котором они заработали, я думаю, больше, чем на продаже обуви. И сотрудники эти исчезли. Мы имеем процесс формирования безлюдных производств. Поэтому Трамп эти тарифы вводит. Он стимулирует перенос производства внутри США. И есть такое понятие «кривая опыта». Да? Мы сегодня... делаем это с такими издержками, и не внеся серьезных технологических изменений, мы получим траекторию падения издержек. По-простому, если объяснять, ты переехал в новую квартиру, и через какое-то время тебе возникает оптимизационное расположение вещей и их пользования. Да? То же самое. Мы в начале вот этого пути. Поэтому делать ставку на то, что у нас будут рабочие получать очень мало и очень много работать, в условиях, когда идет формирование безлюдных производств, это маловероятно. Осталось только Лукашенко объяснить, что вот это его мантра о том, что если вы будете работать в 5 раз больше, производительность труда в Беларуси, она будет на мировом уровне, и тогда мы заживем. Так ты же понимаешь, у нас производительность труда – это выработка на одного человека. Да. Если на заводе один человек работает. Вот это и есть производительность труда выросшая. Да. А если набрать... И 150 тысяч пакистанцев не имеют к этому никакого отношения. Нет, не имеют. Мы, понимаешь, идем... Сейчас происходит вот этот серьезный слом. То есть... вот эта дешевая рабочая сила теряет смысл. И это опасный тренд, потому что, понимаешь, мы были в мире, где шло сближение мира. А сейчас есть опасность, что мы опять на старте такого большого расхождения. То есть вот эти страны бедные, где главный ресурс был дешевая рабочая сила, они теряют этот ресурс. То есть он не становится
неактуальным. Собственно говоря, это раньше ты делал, когда в Китае дешевая рабочая сила, и привозил в США. Но сейчас, получается, ты делаешь с теми же издержками без людей в США, и минус, и как китайская продукция становится дороже, потому что у нее появляются еще транспортные издержки по отношению к тебе. Поэтому мы на пороге довольно... Опять по поводу 1%. То есть это не завтра, это в ближайших лет 10-15 проявятся все эти кризисы. Но мы идем в мир, где... Это вторая часть, а вот этот мир, который сейчас, скажем, такой лидерский, там тоже произойдет разделение. Мы видим искусственный интеллект, и все это вносят очень значимые изменения, и производительности труда тоже дает это. То есть мы там получим разделение общества на две группы. Одна любопытная, которая работает, платишь ты деньги им или нет, потому что им любопытно. А вторые не работают, потому что им платят деньги. Какой этот будет мир, черт его знает. Здесь... Но мы тут с тобой из одной секты, да, которая верит в бизнес, в креатив, в мысль, в то, что вот это генерирует. Поэтому меня, честно говоря, больше всего сейчас пугает вот это массовое воспроизводство патриотов, которые пытаются поставить на поток, сделав школу вот местом как раз подготовки... Белорусскую школу? Да. Да, слушай, это быстро сваливается, конечно, когда это все уходит... Слушай, когда есть интернет, когда есть родители, когда... Я в советское время вырос, и то... я тоже, в общем-то. И без этих ресурсов, и тем не менее, все это... Безусловно, будут барабанщики, которые там... и на горнах будут играть. Это какой-то временный откат. Но в конечном счете люди уйдут во взрослую жизнь, и там все будет по-другому. Это неприятно, что ты должен врать, что ты должен иметь. Все это ломает людям головы. Это опять возвращаемся. Или мы воспитываем интеллектуальных лидеров, или это вот бесконечное ломание мозгов, и торможение формирования их творческих способностей. Система направлена, ты же понимаешь, вот эти все авторитарные системы, социализм, он же был все время направлен на то, чтобы сформировать людей без прошлого, вне контекста различных культур. Они просто должны быть единицами, которые слушают меня. Да? Вот то, что мы там с Рыгором, они сейчас делают, восстанавливая прошлое Беларуси. Ты посмотри, что делала советская власть. Она уничтожала наше знание нашего прошлого до прадедушек. То есть вас не было, вы просто... То же самое сейчас возникает та же система, что вы ни с чем не связаны, вы наши инструментики, которыми мы будем манипулировать, и из вас строить то, что нам понравится. Если история Беларуси не началась с Лукашенко, то вот со Второй мировой войны примерно, ладно. То есть ни прошлого, ничего нет. Что делать? Я не думаю, что это устойчивая система. Она сейчас... воспроизводит все кризисы 90-х. И это удивительно. Меня утешает только то, что сейчас вот это клиповый темп такой идет, что раньше занимало десятилетия, сейчас укладывается быстрее. Да. Хотелось бы просто не потратить на это снова десятилетия. Я тут не знаю. Прогноз на 5 лет. Где мы найдем экономику Беларуси? Году так в 30-м. Я надеюсь на перемены в ближайшее время. Все-таки. Если они... То есть мы сейчас имеем совершенно странную ситуацию, когда во главе тех структур, которые должны определять экономику, развитие экономическое, стоят люди, если бы я был президентом, я бы их тоже назначил. Да. То есть, в общем... Это ты про какие структуры?
Ну, премьер-министр, там, глава администрации, некоторые министры. Ну, вполне профессиональные и очень умные люди. И поэтому это все смотрится очень странно на сегодняшний день. То есть одна лишняя деталь фактически просто тормозит весь механизм. Ну да, то есть силовые структуры, которые в каком-то... То есть в загуле такое ощущение, что они просто в загуле, которые блокируют, в общем, все остальное. Поэтому, ну, собственно говоря, что тебе можно ответить? Если будет свернут этот бесконечно силовой загул, и начать заниматься экономикой, и восстановить диалоги по поводу развития экономики, ну, сложно будет доверие вернуть людей, вы же понимаете, чтобы люди... То есть, смотри, что ПВТ сделал. Тогда же народ начал доверять стране и строить систему вокруг страны. Да? И это разрушено буквально. То есть, можно вернуть, но все равно, чтобы вернуть вот это, когда система длинная строится вокруг страны, это надо 3-5 лет, чтобы восстановить доверие. Ну да, мы по Нацбанку, в общем-то, можем судить, да, сколько времени заняло, чтобы вот эти вербальные интервенции главы Нацбанка стали чем-то, ну, действительно влияющим на сознание. Мы, когда первую девальвацию где-то на 10% прошли совершенно спокойно под вербальной интервенцией Калаура, я прям удивилась. Мне кажется, что казалось, что сейчас вот опять начнется, как обычно, да, там побежали, и все. А оказывается, что это, в общем-то, проходится вполне буднично, штатно, если есть какое-то базовое доверие. Да, система, если есть, и так далее. Ты видишь, было много наработано позитивных вещей в Беларуси. И вот я говорю, что опять для меня совершенно неожиданное возвращение в 90-е. Слушай, ну, выжили мы там один раз, выживем и второй, я надеюсь. Тем более, что мы, слава богу, все-таки за пределами находимся. Ну, как-то не хотелось, возраст уже, и хотелось жить как-то в более ласковой среде. Просто. Ну, будем надеяться будем надеяться найти себя в 2030 году в более ласковой среде с белорусской пенсией. 30-е. Ну, 35-й, ладно. Не-не-не. Нормально. 31-й. В 31-м как бы 31-й. Будут перемены окончательные. Супер. Это был директор Бирок Павел Данейко и передача из серии «Беларусь-2030» Банка идей совместно с Еврорадио. Смотрите нас, слушайте. Спасибо, что были с нами.